Американская химическая корпорация 3M, ранее MMM, аббревиатура расшифровывается как Minnesota Mining and Manufacturing Company, имеет штаб-квартиру в городе Сент-Пол, штат Миннесота в США, основана в 1902 году. Наибольшую известность получила после разработки в 1925 году клейкой ленты «Скотч», которую так прозвали первые пользователи за то, что скупой производитель нанес клей только на ее края. А в 1947 году, благодаря сотрудничеству с японской фирмой Sony, стала производить магнитные ленты, что стало основным направлением деятельности в 1960-е годы, и этот бизнес обеспечил корпорации годовой оборот в $1 миллиард за этот год. Но с середины 1970-х компания теряет рынок магнитных лент вследствие снижения цен на них. С этого момента на мировом рынке доминировали две японские компании – TDK и Maxell. В 1996 году предприятие прекращает производство собственных лент, продав свои активы Quantigy, являющейся дочерней компанией Ampex. Коллекция моделей этого бренда за все годы производства компакт-кассет, пожалуй, одна из самых скромных. На сайте C90.org представлено не более 68 разновидностей. Скупость разработчиков этого бренда прослеживается за все время его существования. Первые модели аудиокассет Scotch представлены в интернете 1967 годом. Упаковывались в пластиковые коробки наподобие футляров для магнитофонных катушек. По 1970 год они маркировались трехзначным числом, обозначающим толщину, материал и магнитные свойства ленты. Кассеты с хронометражем 60 минут имели более толстую ленту с номером 271. Затем 90-минутные кассеты имели ленту 272, и кассеты с хронометражем 120 минут оснащались тонкой лентой с номером 273. Но все это были ленты первого типа с одинаковыми характеристиками и отличались только хронометражем. И кассеты Scotch, вышедшие на рынок с 1969 по 1975 год, отличались от прочих брендов клеенными корпусами. Позже были и клеены и на винтах. У других же брендов, наоборот, кассеты в клеенных корпусах появились ближе к 2000 годам, когда производство их удешевлялось. В 1972 году корпорация Scotch разработала магнитную ленту High Energy с покрытием железа, модифицированным кобальтом. Эту идею подхватили другие производители аудиокассет. В этот год также появились модели Highlander, Love Noise. Фирма также внесла вклад в изобретение ленты Sony третьего типа Ferrum Chrome. А в конце 1978 года, по одним источникам, или начале 1979 года, по другим, 3M Scotch представила миру революционную ленту с металлическими частицами Metafine. Однако разработки велись параллельно и другими производителями, и в 1979 году у всех появились кассеты четвертого типа, но первыми были Scotch. Сегодня у меня на обзоре запечатана аудиокассета модели BX 1993 года. Модель изготавливалась с 1982 по 1996 год, после чего Scotch продал свои активы. Поэтому это последняя модель BX с лентой первого типа. Следующая модель линейки была CX, и все, не считая 3 модели с лентой второго типа для американского и европейского рынков. Футляр имеет трещины, что сказалось на его низкой цене в $5. По информации на вкладыше видно сквозь прозрачное окно в обертке и футляр, что данная кассета изготовлена в Корее. По изображенной АЧХ лента BX в сравнении со стандартной моделью Love Noise обеспечивает подъем высоких частот в диапазоне 10-12 кГц на плюс 5 дБ и годится для качественных записей и воспроизведения голоса и музыки. Что ж, оценим, послушаем, скрываю. Кассета Scotch BX60 1993 года упакована в футляр из прозрачного пластика. Без щелчка так открывается. Он не брендированный, просто прямоугольный, и все грани у него глянцевые. Крестообразные стоперы катушек. Вкладыш с разворотом из плотной бумаги. На нем на 3 европейских языках представлены рекомендации по пользованию кассетой. Комплектуется листиком с наклейками, на обратной стороне которого изложены гарантийные обязательства. Корпус кассеты из прозрачного слегка синего пластика. Он разборный, на нем есть определенные тиснения, литеры стороны кассеты, стрелки и полосатого ромба в центре окна, что указывает на формовку корпуса кассеты SKC QX90 1992 года выпуска. Та же литера, та же стрелочка и тот же ромбик. И белые катушки одинаковые, отличаются лишь цветом клипс. Красные здесь, синие здесь. Может показаться, что эта цветная полоска наклеена на корпус. На самом деле это рисунок на антифрикционной прокладке.
Ну, в общем-то, сам корпус прозрачный, только вот верхнее поле здесь под наклейку, оно такое матовое. На верхней грани имеется гравировка серийного номера. Раккорд синего цвета с поперечными белыми полосками. Имеется магнитный экран под подушкой. Лента ярко-коричневого цвета первого типа имеет хорошее глянцевое покрытие и подобно ленте GX от SKC 1996-1999 годов, но все же имеет свой отличительный оттенок, я бы сказал так, на полтона. В общем, дизайн кассеты, наклеек, вкладыша, обертки выдержан в строгих, скажу так, сине-бежевых тонах. И он привлекательный. На этом прекращаем любоваться акустической системой JBL Balboa на заднем фоне и перемещаемся к кассетной деке Pioneer CT777, на которой протестирую героиню сегодняшнего обзора на запись. Сначала калибровка тракта записи под данную ленту. Перемотка вперед. Перемотка назад. Включаю калибровку BLE. Несколько попыток автоматической настройки тока подмагничивания уровней и частотной регулировки не удались и даже после дополнительной чистки головок записи и воспроизведения. Только с обратной стороны кассеты тракт записи откалиброван под эту ленту. Делайте выводы об этой ленте первого типа 1993 года. Запись частоты 400 Гц внешнего генератора на уровне 0 дБ. Это сигнал, это лента. Выравниваю уровни обоих каналов с помощью регулировки. На индикаторе уровни равны, все стабильно, без падений и разбаланса. Теперь запись частоты 10 кГц на уровне минус 20 дБ. Это сигнал, это лента. И в финале запись музыкальной композиции. Оцениваю на слух и по показаниям люминесцентного индикатора. Это сигнал, это лента. Hold it.
We were swimming with the silver moon. На мой слух через колонки звук приемлем. Лента, как и было проиллюстрировано на амплитудо-частотные характеристики, совсем немного поднимает высокие частоты. Наверное, на те же плюс 5 дБ. И присутствует разбаланс. Левый канал, у него верхняя шкала индикатора, немного превышает правый. Но данная лента капризная как девочка. Удалось калибровать только со стороны B. Это не те 4 Sony с прошлого видео, которые стабильно калибруются с любой стороны, на любом отрезке ленты и в любой момент времени. А это такая: хочу, не хочу. Повторюсь, звук записанной музыки приемлем. А вот вывод, стоит ли приобретать данную ленту для записи, делайте сами. Но я предпочтение отдаю Sony. На этом прощаюсь, благодарю за просмотр, увидимся на моем канале. Пока.